Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал, и сегодня я предлагаю разобрать, как вязать вот такой интересный узор крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Он выглядит одинаково с лицевой и с изнаночной стороны, поэтому может применяться для двухсторонних изделий, для пледов, одеял для детей. Можно связать таким узором коврик, он такой плотненький, если взять нитки потолще. Также можно украсить карман, сделать или связать жилетку, кардиганчик. Для шапок, наверное, он не очень подойдет, потому что плотный, и на макушке сделать вот эту сборку будет сложно, только если делать убавки. Если взять крючок потолще, то будет более рыхлый узор, но у меня такой плотненький, он хорошо держит форму. Вязать его очень просто, легко. Раппорт этого узора состоит из 6 петель в ширину и 2 рядов в высоту. Я провязала 5,5 раппортов. Получилось 14 сантиметров. Но вы также свяжете свой образец, и это будет зависеть размер образца от выбранной нити, крючка и плотности вязания. Высоту я сделала 1, 2, 3, 4,5, 5 раппортов, 5. Получилось 10 сантиметров. Если вам нравится такой узорчик, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Для этого образца я взяла нити 3 цветов. Мне кажется, этого вполне достаточно. Если будет больше, то будет, наверное, слишком рябить в глазах. Ну, это уже смотря какое изделие вы собираетесь вязать. И я бы рекомендовала один цвет какой-то взять более контрастный, чтобы рисунок более отчетливо прорисовывался. Вот, 2 у меня как-то понежнее цвета. Получается шахматкой, вот если я беру нити 3 цветов. Но также можно поэкспериментировать и взять другое количество нитей. Для вязания этого образца я буду использовать нитки 3 цветов. Для этого узора я рекомендую брать нечетное количество, 3-5, чтобы не было обрыва ниток в конце каждого ряда. Но если вы вяжете какой-то детский плед или коврик с бахромой, то можно вязать и брать 4 четное количество цветов. Все равно у нас по бокам будет бахрома, и можно присоединять нитку и оставлять хвостик. Я использую нитки Alize Superlana Classic в составе 75% акрила, 25% шерсти. В 100 граммах 280 метров. Давайте по цветам скажу, может быть, кому-то понравится это сочетание. Вот такой розовый нежный, это цвет 161 колор. Малиновый колор 649. И вот этот молочный колор 310. Крючок буду использовать 2,5 мм, но для набора цепочки возьму 3,5, чтобы край нашего образца не был стянут. Ну, давайте приступим. Итак, набираем цепочку из воздушных петель. Их количество должно быть кратно 6, это раппорт нашего узора, плюс 2 петли кромочные, по одной с каждой стороны. И давайте еще сделаем 3 петли для симметрии, чтобы образец был симметричный. Итого
Наберем 30 плюс 2 32 и еще 3 35 петель. Первую петлю мы не считаем, это начальная, и набираем 35 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8. Набираем самостоятельно и встречаемся. Набрали цепочку из воздушных петель. Сейчас я хочу провязать первый ряд просто столбиками без накида, чтобы было как бы основание нашего образца поплотнее. Одна воздушная петля подъема, и во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида, и в каждую воздушную петлю провязываем по столбику без накида. Я здесь уже крючок поменяла на более маленький, тоненький. Цепочку набирала на номер побольше, крючок брала. Так, вяжем до конца ряда. Ну вот, провязали 35 столбиков без накида у меня получилось. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем и в первый столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1 2 3, пропускаем 3 столбика и в следующий вяжем столбик без накида. У нас получается такая арка из 3 воздушных петель. И в следующие 2 столбика по столбику без накида. Итого 3 столбика провязали. 3 воздушные, 1 2 3, пропускаем 3 столбика в следующие 3 по столбику без накида. Три воздушные, 1 2 3, пропустили 3, в следующие 3 по столбику. Так вяжем до конца ряда. Ну вот, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель, пропускаем 1 2 3 столбика и в начальный провязываем столбик без накида. Но я хочу ввести нитку другого цвета. Сейчас у меня 2 петли на крючке, я до конца столбик не провязала. Беру ниточку молочного цвета и закрываю уже столбик ниткой нового цвета. Оставляем кончик, если мы хотим делать бахрому, то на длину бахромы. Если нет, значит потом просто мы их спрячем. Так, все подтягиваем аккуратненько, переворачиваем и вяжем следующий ряд. 1 воздушная петля подъема. Так, кончики затянем. И в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. И теперь переходим к арке из 3 воздушных петель. Находим под ней 3 столбика без накида. И в каждой из них нам нужно провязать по столбику с накидом. Итак, сделали накид. В первый столбик с накидом. Провязали. Накид. В следующий, во второй столбик с накидом. Провязали. Накид. И в следующий, в третий столбик с накидом. Вот 3 столбика с накидом. Вот эта арка у нас как бы внутри наших столбиков. Ее не видно ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Мы ее спрятали. Далее 3 воздушные петли. 1 2 3. Пропускаем 3 столбика без накида. Также подходим к арке. Под ней 3 столбика без накида. И в каждой из них также провязываем по столбику с накидом. Первый. Накид.
второй и в следующий столбик третий. Здесь как бы у нас мостики. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, пропускаем 3 столбика и также вяжем 3 столбика с накидом в следующие 3 столбика без накида. Прячем арочку вовнутрь. Вот так. Давайте свяжем этот ряд до конца самостоятельно и встретимся. Ну вот, провязали последние 3 столбика с накидом. И также делаем последний столбик без накида. Вставляем крючок в начальный столбик. 2 петли на крючке и вводим новый цвет. Мы не можем продолжать ниткой розового цвета, потому что у нас кончик закончился на этой стороне. Но если вы отрезаете нитки, то можно каждый раз присоединять. Но это не очень удобно, поэтому для этого я и рекомендую брать нечетное количество цветов. Беру нитку малинового цвета и закрываем эти 2 петли уже другой ниточкой. Также оставляем на длину бахромы, если она нам нужна. Ну, если нет, значит у нас будет всего вот 3 кончика внизу, а дальше уже в полотне у нас хвостиков не будет. Будут просто протяжки небольшие. Все, закрыли. Второй ряд у нас готов. Вяжем следующий ряд. Также делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем. Хвостики также мы все подтянем аккуратненько. И в столбик без накида провязываем начальный столбик без накида. Это кромка нашего раппорта. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. У нас над столбиками идут арочки, а над аркой идут столбики. Переходим к арке и также в 3 столбика под этим мостиком провязываем по столбику с накидом. Узор очень простой, как вы видите. Ничего сложного здесь нет. Вязать его приятно, легко. Тут не нужно никакого напряжения, просто сиди себе, вяжи да вяжи. Ничего высчитывать не надо. Узор явно проглядывается. Три воздушные петли. И снова 3 столбика. Так вяжем до конца ряда. Итак, провязали последнюю арочку и делаем столбик без накида в начальный столбик без накида и закрываем также ниткой другого цвета. Вот 2 петли на крючке, я буду уже цвет повторять, поэтому закрываю вот розовой ниткой. Сильно здесь не стягиваем ее сбоку, чтобы боковина нашего изделия не тянула. И снова продолжаем вязать воздушная петля подъема, разворачиваем столбик без накида, выполнили начальный столбик без накида. Здесь у нас арка из 3 петель, значит нам нужно провязывать 3 столбика с накидом. Для этого узора лучше брать контрастные нитки, чтобы клеточки лучше проглядывались. Но если будет и мягкий переход, также будет очень красиво.
подошли к концу ряда и также последний столбик закрываем ниточкой другого цвета. С этой стороны у нас хвостик в бежевой нитке. Закрыли. И начинаем вязать следующий ряд уже ниткой молочного цвета. Не забываем делать столбик без накида. Далее арочка у нас идет уже по рисунку. Здесь явно все видно. Ну, вот так продолжаем вязать туда-сюда. Вот что у нас получается. Давайте провяжем образец повыше и встретимся. Итак, мы провязали несколько рядов. У меня нитка розового цвета получается с краю, и хочу сделать симметрично началу образца, также ряд провязать. Воздушная петля подъема, столбик без накида. Провязали начальный столбик. Вяжем теперь 3 столбика с накидом. Подарку. И теперь в следующие 3 столбика провязываем. Здесь мы делаем не арку, а 3 столбика без накида. В следующие 3 столбика с накидом подарочкой провязываем. В каждый по столбику с накидом. Следующие 3 столбика по столбику без накида. Вот такой получается край у нас. Все, вяжем до конца ряда. Вот такой интересный узор у нас с вами получился. Посмотрите, какой он красивый. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек и до новых встреч!